Оп. Go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Теперь пошли. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Кстати, на самом деле, я вот сейчас поиграю, сейчас пару концов сделал, я вот скажу свое мнение по поводу Стэнли, в чем я разочарован, вот, в чем я разочарован в игре под названием Stanley Parable. Ну, хотя хули, я сейчас скажу. Короче, я как думал это будет? Я думал, это будет типа юмористическая поебота. Ну, собственно, это так и есть. Это так и оказалось. Юмористическая, типа, сторителлинг. Но... What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, я думал, как, когда ты будешь уходить с другого, ну, в другие пути, не следовать истории рассказчика, то будет, типа, открываться, ну, какое-то второе дно в плане данного, типа, ну, данного предприятия, места, где работает Стэнли. В том плане, что, вот, допустим, что это не просто какая-то такая станция, которая там, ну, типа, что-то, не какое-то там офисное здание, там, у него есть, типа, свои секреты и так далее. А тут уже потом реально начинается какая-то, ну, ересь, а-ля, что это видеоигра, там, и так далее. Вот мне вот очень понравилась концовка, когда ты типа, я пошел-то направо, и там было типа, что нужно, ну, было вот ответить по телефону, там была типа его жена, и, ну, меня наебали, вся хуйня, и там выяснилось, что, мол, что Стэнли придумал себе все это, а на самом деле он сейчас также продолжает нажимать на кнопки, просто это настолько скучно для него, что он придумал себе типа иллюзорную историю. Вот это было круто, это как бы оно раскрывала, можно сказать, ну, вглубь немного раскрывала, как бы, данный мир. А вот потом, что, ой, это, блядь, игра недописанная, ой, блядь, какая-то линия, чтобы найти историю, какие-то глюки. Ну, то есть тут уже какая-то такая наркомания пошла. Я вот немного другого от игры ожидал. Как бы не могу сказать, что это плохо, но и, говорю, немного не те ожидания у меня были. Я выдергивал, я говорю, и потом была наркоманская концовка. Что типа я не Стэнли, а игрок, ну типа другой, типа человек, настоящий человек. И так далее. То есть, говорю, это, ну то есть уже это, там вот уже началась ересь. Как бы. Я как бы говорю, я ждал как бы другого, я ждал типа раскрытия, ну, такого глубинного раскрытия данного вот здания, там, типа, каких-нибудь там, типа, секретов. Допустим, там... Что вот, допустим, вот это вот куча типа вот этих камер, да, вот что это каждый кабинет там и так далее. Это круто, это, то есть в этом как будто что-то есть, какая-то интрига, а в итоге ничего, как оказалось. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible?
Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. И так далее. То есть это что-то тоже надо будет как-то там. Ну и да я прохождение потом открою и посмотрим. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. То есть вот опять-таки вот данная концовка, она, ну, то есть я считаю, она как-то раскрывает, ну, немного типа какой-никакой лор, да. Это прикольно. Пускай будет 2 минуты. 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't.
Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Бэм. А можно было как-то остановить? А, Штерн? Так, сейчас я схожу попью, налью себе кока-колы. Так, ну все, пошли дальше. Что дальше у нас? Какая концовка есть? Так. Так. Нет, да? Так, безумную концовку мы проходили, потом, ну-ка, что тут дальше, музейная концовка. Так, следуйте всему, что говорит рассказчик, но дойдя до входа в станцию управления ценами, проследуйте. Ага, все, понял, пойдем. Да. Это ну, вот, кстати, тоже концовка с безумием, тоже как бы отчасти это прикольная концовка. Которая, ну, типа, что это на самом деле все его воображение, а он, типа, безумец, там, который был на улице, и его тёлка какая-то увидела. То есть все, это тоже прикольно. Я согласен. Меня немного, некоторые концовки из колеи выбили. Ну, скажем, не из колеи, а подпортили впечатление. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Так, 28... Что там, блядь, что я забыл? Так, 45.
Блять. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Так, сейчас, минуту. Так, все, поехали. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Хе. Жестокая смерть. Да-да-да-да. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Нет. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Типа вниз просто прыгать. И все? А, вот, летим. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Stanley's computer. Это путь.
Офис, компьютер. Так. Двери. Забавно. Кредит. Так, а в той комнате что? Типа, комната создателя игры? Что-то такое? Я слышал голос. Слышите, да? Голос рассказчика. Ха. Интересно. Давай сюда пойдем. Не, ну, да, это реально комната, где игра, заготовки игры. Прикольненько. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Я понял. Listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose. Хе. А, то есть тут только это. Типа, все, теперь нужно игру самому заканчивать. Ну-ка. Сам музей, нажав переключатель, Стэнли вернется в момент, когда смерти, рассказчик будет умолять выключить игру. Если же дождаться смерти Стэнли, то экран станет черным, игру придется вручную перезапускать. Ну, понятно. Это, ну, типа, она говорила, типа, они нужны друг другу, там, бла-бла-бла. Это, как вспомнил, как момент... Так, начать игру сначала. Как этому Бэтмену нужен Джокер, а Джокеру нужен Бэтмен. Именно поэтому они еще друг друга не убили. Ну, не убивали. Так, запутанная концовка. Так, в эти страны в конце Стэнли попадет в комнату с мониторами. Назовет спойлером. А, ну это мы делали. Это сломает игру, в результате чего она перезапустится. Да, это мы делали. Так, телефонную концовку мы делали. Конец без Стэнли. Пройдите в правую дверь, затем на склад. Проедьте по лифту до конца и отключите звонящий телефон.
Выяснится, что это никак не входило в план рассказчика, он покажет игроку видео, где выбор. В комнату двух дверей. А, ну это... Так, подожди, телефонная... А, телефонная концовка, это... Нажимать кнопки, пока рассказчик будет рассказывать историю о смерти человека по имени Стэнли. Да, вот конец без Стэнли, это типа этот раз игрок появится над комнатой двух дверей, где видит Стэнли, которому рассказчик предлагает пройти. Так как Стэнли не находится под контролем игрока, то он ничего не будет делать. Ну все, да, это тоже мы делали. Могущественная концовка. Пройдите в правую дверь, затем на склад и спрыгните с лифта или с этажа вниз мимо мостика. Рассказчик назовет Стэнли могущественным за то, что тот подумал, что сможет полностью управлять ходом истории. После этого игра перезапустится. Так, малодушная концовка. Пройдите в правую дверь, затем на склад. Рассказчик объявит Стэнли малодушным трусом, предложит ему спрыгнуть вниз, обещает, что ничего не случится. Если спрыгнуть вниз, то Стэнли погибнет. Игра перезапустится. Ну да. Так, игровая концовка. Нет, завтрак так неинтересно. Так, момент комнату с желтыми текстурами, которые используют разработчики карт на движке. Потом рассказчик покажет первоначальную комнату с двумя дверями. У нас дополнительная третья оранжевая дверь. Придется играть в игру с ребенком, нажимая кнопку, не давая ребенку попасть в огонь. Если он проиграет, то войдет в игру Майнкрафта, затем на первый уровень портал, но лифт в конце уровня уедет прежде, чем Стэнли сможет в него попасть, поэтому ему придется упасть вниз. Так он попадет в знакомые затемненные офисные помещения из мода на Half-Life. Игра закончится, если игрок дойдет до своей комнаты. На уровне портала игрок может выкинуть куб из тестовой камеры, заперев таким образом себя в ней и увидев рассказчика, который оставит его в тестовой камере. А, удивив. Я думаю, увидеть его получится. Также, если поиграть в игру с ребенком 4 часа, то можно получить еще одну концовку. Вау. В смысле, на комментарии рассказчика-то о чем? Типа, что я рассказываю, говорю или что? Так, сущность божественного искусства. Сделайте все как в игровой концовке. Не следуйте указаниям рассказчика до самого конца. А, вот, дойдите до момента игры с ребенком. После 2-часовой игры рассказчик добавит еще одну. Спасти щенка. После... Принесет Стэнли в белую комнату, где он встретится с сущностью божественного искусства. Не, это мы не будем. А, да? Не-не-не, вот ребенка я точно не буду 4 часа спасать. Нахуй надо. Так, не следуйте указаниям рассказчика, пока не дойдете до красной двери. Пройдите в правую дверь, затем на склад, затем спрыгните на мостик. Потом пройдите в красную дверь, Стэнли попадет в звездный купол, где, как скажет рассказчик, они могут быть счастливы. Однако, если пройти обратно, то можно попасть в высокую комнату с лестницей, где можно спрыгнуть с большой высоты вниз. Если Стэнли пройдет 4 раза, то он умрет, и игра перезапустится. Это мы делали. Спасательная капсула. Следуйте указаниям рассказчика, пока не дойдете до офиса директора. Здесь нужно зайти и быстро выйти из его офиса так, чтобы двери закрылись. Но игрок остался вне офиса. Рассказчик после этого замолкнет. Последуйте обратно к своему кабинету. Рядом с ним будет открыта дверь. Необходимо зайти, после чего игрок будет телепортирован на длинный лестничный проем. А, ну вот это мы не делали. Я видел. А, ну что-то вроде было, но не помню, где я это видел. Ну где-то на Ютубе, наверное. Ну что-то да, что-то видел. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. А почему 3 часа? Он проебался потом?
А, значит, не. The moment... The moment... И проебался. Забавно так замолк. Типа, да ты охуел. С покерфейсом таким. Бля, вот я это прочитал, да? И вот похуй, ну, то есть, как бы, ну окей, замолком, типа, бля, ну тут как вот он, the moment, и все, это, конечно, ржачно. Так, 428, да? Ну, это было сильно, да. Все, мне надоело. Да ёбу, сколько так подниматься-то, блядь? 58. Пятьдесят 9. О, вот она. И... А, типа все? А, нет, вот загрузка какая-то. А. But Stanley simply couldn't. Бля, случайно закрыл. Капсула будет запущена, если в ней будет присутствовать... Чё, понимаешь? А, будет запущена, если в ней будет присутствовать и рассказчик, и игрок. В капсуле можно будет подойти, но игра будет... А, ну все, понял. Всё. А вот, кстати, эту надпись я не увидел. Типа, что будет, типа, ей нужно быть, чтобы игрок и это... Сейчас, короче, вывалившийся из окна будем ебашить. А вот райская концовка, вот это вот, блядь, необходимо найти и нажать на 5 компьютеров их расположение, типа, перезапомнил, это вообще пиздец. Сначала вывалившийся из окна. После начала игры в первой же комнате подойдите к столу 434. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Что-то как-то оно немного не так. Да, оно что-то как-то странно запустилось. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. No matter how... Так, залезьте на него по стулу и спрыгните в окно. И чё? Как залезть? А, вот. Блять. Это сложно.
так-то? А, вот. Как в окно-то, блядь, спрыгнул? А, вот. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Что, так и будет, да, музыка бесконечно играть? Да. Видимо, перезапускать надо. Так, но если споют песню о Стэнли, если снова будет рассуждать о том, каковы были шансы того, чтобы вы выберете Yes. Че, давай еще раз ёбнемся. Нажмем No. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Опять-таки немного такая бредовая. Зачем в концовке? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question.
What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected Continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Забавненько. Так, теперь. Перезапустить игру 2 раза. Так, необходимо найти, нажать на 5 компьютеров, их расположение. Перезапустить игру 2 раза, потом компьютер на столе 419, потом перезапустил. Окей. Так, раз перезапустил, второй раз перезапустил. Теперь 419. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Так, начать игру сначала. Компьютер на столе 423. Перезапустить игру. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Компьютер на столе секретаря директора перед его офисом. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Так, 434. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-worker. Я думал, что за хуйня. Так, теперь компьютер Стэнли. Welcome, Stanley, to heaven. Сука, блядь. Рай для него это куча кнопок.
там бегает и нажимает, и нажимает, и нажимает, и нажимает, блядь. Какой же это кайф. Так, после этого вы пойдете в рай, наполненный разцветными кнопками. Здесь можно перезапустить игру. Последний ввод останется на компьютере Стэнли, поэтому можно попасть обратно в рай, не нажимая на компьютер Стэнли. Сука. Ясно. Ай, бредово. Вот, сука, такой бред, блядь. Так, серьезная комната. Необходимо включить консоль в игре, прописав консоль в ссылке ярлыка. После чего ввести так, SV61. После этого в консоли будет написано дофига вещей, и вы попадете в серьезную комнату с самым серьезным столом. И вам необходимо будет провести сотни миллионов миллиардов лет. Если снова ввести читание, то рассказчик решит, что вам будет необходимо провести в ней бесконечное число лет. Если в третий раз, то рассказчик сдастся, оставит игрока в комнате и отправится за поиском еще более серьезного стола. Ну, это мы делать не будем в консоли, вводить ничего лень. Так, надо несколько раз перезапустить игру, пока первый офис не станет синим. После этого нужно идти в комнату 426, там будет белая доска с надписью «Добро пожаловать в концовку с белой доской». Вот вам концовка. Давай сделаем. Пока первый офис не станет синим. Вот этот, что ли? Боже, сука, как до этого люди додумывались, находили эту всю хуйню? Вот как? Вот как, сука? Это то же самое, как в Resident Evil в демке. Сука, чтобы пройти там эту монетку получить, нужно стукнуть, блядь, топором по картине, блядь. Это тоже, как это возможно? Стукнуть топором по картине. Да как-то догадаться, в подсказке такого... И долго. Не синий, он не становится синий. Возможно. Ну нахуй, я так заебусь. В пизду. Белая доска не так уж крута. И чула. Ну и все, собственно. Поздравляю, мы прошли Стэнли. Все, что я могу вам сказать. Да. Мы прошли. Потому что эту концовку ее в пизду. Ну... специфической, как бы, я говорю, я немного другого ожидал почему-то, то есть, как бы, я ожидал, что будут, типа, раскрываться какие-то там тайны, а в итоге все, ну, это как бы неожиданно свелось, возможно, мой вариант более банальный, более предсказуемый, ну, развитие, а вот, как бы... То, что здесь, ну, мне не очень понравилось. Давай напоследок в рай еще раз сходим. Не, в Теги я сейчас не пойду, я сейчас пойду в Black Ops 2. Мне там пройти нужно последнюю миссию. А потом, если еще время останется, может даже в Unity немного побегаю. И либо в эту стрелялку. Я же разобрался в ней. Забавно. Так, ну все. Со Стэнли мы закончили. Всем спасибо.